календаре 19 января 2024 года. Сегодня в программе. Сразу после анонса я представлю вашему вниманию результат вышивки большой картины, которого мне удалось достичь за 2 недели. И, конечно, сохраняя традицию нашего клуба, не отрываясь от вышивки, мы вновь углубимся во тьму времен. В прошлом видео нам открылся мир глиняных книг, обожженных глиняных табличек, покрытых письменными знаками. Познакомились мы с гением одной ночи. Георг Гротефен родился в 1775 году и служил учителем в гимназии. В возрасте 27 лет он поспорил с друзьями, что сможет расшифровать клинопись. Гротефен выиграл пари и остался в числе гениев человечества. Звучали, друзья, и мудрые слова, которым более 6500 лет. Дословный перевод на современный язык представляет их как строки возвышенной поэзии. «Дитя воспримет ваши грехи, щадя его, держи поодаль». А сегодня нас ждет книга книг. В истории человечества немного книг, к которым могут быть отнесены слова древнеегипетского писца, жившего 3300 лет назад. Они, писцы, ушли. Имена их исчезли вместе с ними, но писания заставляют вспомнить их. Поразительная вневременность и глобальность Библии – сложный феномен, о котором следует думать и пытаться его понять. В Ветхом Завете, первой части Библии, явственно доминирует одна тема, и эта тема – история. В нем развернуто грандиозное полотно от сотворения мира и человека до времен персидского господства. Ветхий Завет создавался в XII-II веках до нашей эры. Язык его был обращен к современникам, а отнюдь не грядущим поколениям. Значит, язык Ветхого Завета содержит нечто, способное преодолевать пространственно-временные барьеры. Сегодня мы попробуем рассмотреть, что составляет язык Ветхого Завета и что делает его общепонятным. Обратим внимание на место действия и время действия. Узнаем, какую решающую роль сыграли те, кого называли пророками. Ведь во всем древнем мире крестьяне и сановники, рабы и цари верили: боги предопределяют судьбу человека и судьбу государства. Все жаждали узнать свое предначертанное будущее, исход своих начинаний. И поэтому находились избранные. В силу избранности, близости к Богу или богам, им открывались тайны высшей воли. Они пророчествовали, сообщая людям будущее. В Библию, главную книгу христианства, кроме Ветхого Завета, входит Новый Завет. Он повествует о рождении, жизни и деяниях Христа, о его мученической смерти и воскресении. А еще мы узнаем, что стало мировой сенсацией. Это, друзья, и многое другое нас ждет во второй части видео. А сейчас вышивка. Двухнедельный итог, друзья. Я продолжаю вышивать картину Лосева Николая Дмитриевича «Блудный сын». Но мне больше нравится называть свою вышивку «Возвращение блудного сына». Поэтому в дальнейшем так и будет. Описание схемы оставлю под видео, чтобы не повторяться. Короче, Склифосовский. Постараюсь и коротко о произведении. Николай Дмитриевич Лосев – живописец, академик. Свои работы он выполнял в соответствии с академической традицией, добротно, в деталях, слишком правильно. Писал исторические, библейские, бытовые сюжеты. За картину «Блудный сын» в 1882 году получил малую золотую медаль. Живописец работал в технике старых мастеров и благодаря этому добился очень большой реалистичности и мощной проработки объемов. Картина отличается высокой степенью детализации и проработанностью как переднего,
так и с заднего плана. До мельчайших подробностей художник изобразил даже детали персонажей второго плана. Мы достаточно ясно видим черты лиц, элементы одежды, золотое украшение на шее женщины, пряжу в ее руках. Видим реалистично и подробно прописанные руки и ступни ног. Даже видим ногти и жилы на руках и ногах. На живописном полотне художник выстраивает объемно-пространственную многофигурную композицию. Формат изображения расположен горизонтально, линия горизонта низко. Зритель смотрит на происходящее прямо, будто является свидетелем происходящего. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. Приведу, друзья, отрывок из притчи, освежим, так сказать, в памяти. У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец свой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И непосредственно к вышивке теперь, друзья. На начало отчетного периода, 2 недели назад, дело было так. На календаре 8 января и взял свое начало новый отчетный период. Я уже на конве обозначила область 2000 крестиков, которую начну вышивать первым делом. Затем, конечно, я перейду влево и буду продолжать заниматься все тем же арочным проемом, с чем буду сталкиваться на своем пути во время вышивки.
буду рассказывать вам, друзья. Вот, друзья, хочу показать, что данная выделенная область совсем не содержит единичек, двушек и всего лишь 3 трешечки. Ну, а затем идет 1 пятёшечка, семёшка. И вот посмотрите, какой замечательный передо мной предстоит вышить участок. Вот так вот, столько символов всего лишь. Самые крупные это будет 500, 390, 291. Вот и все. Итак, остался последний цвет на этом участке. Он состоит из 500 крестиков. И все. Да, сейчас, конечно, перед нами шахматка. И выглядит он вот таким вот образом. Да, перед нами шахматка. Но главное, что в итоге на вышивке она не видна. А вот так эта жуткая шахматка смотрится в итоге. То есть никак не смотрится. Переходы плавные. Все смотрится естественно. И стена, и арочный проход. А вот, друзья, шахматка, 2 серия. Сейчас мы ее плавно перенесем на канву. Вот, друзья, кому интересно, расскажу, как вышиваю я такие шахматки. Сейчас я научу тебя одному упражнению, которое должна знать каждая интеллигентная девушка. Иду вниз диагональками, полукрестиками. Затем поднимаюсь вверх, тут же все это отмечаю, чтобы не запутаться, и перехожу к следующей диагональке. Вниз-вверх, вниз-вверх. Вот такое упражнение. Туда-сюда, туда-сюда. Я тебе тихо скомандую. Плей. Зарисовывая вышитое. И ты сделай так, как я тебя научила. Вот как это выглядит непосредственно на канве. Вот идет у меня диагональка из полукрестиков. Сейчас дойду вниз, поднимусь, отмечу в саге, перейду на следующую и туда-сюда, вверх-вниз. Ну вот, справилась я с этой задачей. Сейчас отмечу последние вышитые крестики. И тадам! Последний символ на этом участке. Состоит он из 699 крестиков 310 номера. Вот так. Вот и закончился первый моток ниточек 310 номера. Опустела ячейка. Так что сейчас будем нарезать следующий и продолжим вышивку. Оп, и готово. Да, друзья. Вот обратите внимание, какая была шахматка на схеме. А в итоге мне нравится результат. Ну что, идем дальше. Спускаемся ниже. А шторы, висящие в арочном проеме, вышиваются вот такими приятными группами крестиков. Вот так это выглядит на схеме. Перед нами 419 крестиков одного символа, который нам предстоит вышить. Да, друзья, готова первая часть вышивки. И мы подошли к перемотке. Ну вот, порядок, готов участок. Размечен следующий. И здесь, друзья, будет уже нас ждать
не только стена здания, но уже будет появляться Брат. Ага, ну, брательник. вышит этот участок стены, оконный проем, предплечье брата и перемещаемся вправо. Здесь, как видите, выделенный участок не совсем обычный. Вот так он выглядит на схеме. И вот такое желание появилось у меня вышить сначала полностью стену, то есть закончить здание. Ну вот, друзья, сейчас перед вами возникнет стена. Вышитая на конве стена. Вот такое здание, прочное, мощное, настоящее. И как мы можем видеть, перед нами образовался контур старшего сына, брата. Ну вот, взяла я в разработку челюстно-лицевую область первого персонажа, который должен появиться на конве. Вот здесь сейчас он и появится. А теперь, друзья, встречаем брата. Вася! Вася! Не узнал родного брата! Та-дам! Вот такой у нас появился персонаж на конве. Его лицо полно эмоций. Мужчина смотрит на происходящее с недовольством. Брови нахмурены. Он не рад возвращению брата, так как тот бросил семью и ушел. Вот так готов у нас арочный проем на данном этапе. Если мы продвинемся вправо, мы зашторимся. Если чуть ниже, то у нас образуется голова женщины, беседующей с персонажем. Ну, а я решила для себя все-таки этот персонаж продлить дальше, насколько это возможно, до перемотки канвы. Сегодня моя работа выглядит вот так. Вышито уже, друзья, 11,5% картины. В крестиках это составляет 25 050. За второй отчетный период мне удалось вышить 14 650 крестиков. И нам осталось 191 750. Как видите, друзья, картину я решила вышивать 3 частями. Вся основа просто не умещается на станке, и ее приходится частично сворачивать. Рамы большего размера мне не подходят технически, поэтому действую, а я бы даже сказала священно действую, согласно сложившимся условиям. Итак, первая часть, к которой я приступила, называется «Старший брат». Действие происходит у входа в дом, построенного из больших песчано-белых каменных блоков. Слева у порога дома появляется на конве персонаж второго плана, старший брат. Друзья, вышивать интересно и не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Пока во всяком случае. Мне нравится то, что получается на конве. И объемное здание из мощных каменных блоков натурального цвета, и четкое лицо, и равномерного цвета кожный покров лица и шеи, без каких-либо пятен. А главное, передана эмоциональная составляющая героя картины, то есть посыл художника не смазан схемой, а хорошо просматривается. И на данном этапе ни один элемент не разбит пиксель. И все это радует и, конечно, стимулирует на скорейшее продвижение работы к завершению. Но
И не меньше самой вышивки, друзья, стимулируют и вдохновляют меня ваши лайки и комментарии. Спасибо вам за просмотры, отзывы и подписку. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Книга книг. В истории человечества немного книг, к которым могут быть отнесены слова древнеегипетского писца, жившего 3300 лет назад. Они, писцы, ушли, имена их исчезли вместе с ними, но писания заставляют вспомнить их. Поразительная вневременность и глобальность Библии – сложный феномен, о котором следует думать, пытаться его понять. Иногда говорят, что неприходящая сила Ветхого Завета, первой части Библии, порождена общечеловеческой и внеисторической значимостью содержащихся в нем исканий и решений. Но возникает вопрос, почему именно 36 сочинений, составляющие иудейский канон Ветхого Завета, содержат вневременные глобальные ценности, а не шедевры древнеегипетской, шумеро-аккадской или других древних литератур. Нередко указывают, будто Ветхий Завет стал книгой потому, что он священное писание двух религий – иудаизма и христианства. Однако эти религии и обязаны своим становлением и жизнью Ветхому Завету. В Ветхом Завете явственно доминирует одна тема, и эта тема – история. В нем развернуто грандиозное полотно от сотворения мира и человека до времен персидского господства. В центре этого полотна история своего народа, но рассмотренная в общемировом обрамлении. Историческое повествование здесь не простое упорядочение событий, а попытка осмысления прошлого как чередование последовательных эпох, содержание которых обусловлено соответствующим заветом, договором между Яхве и людьми. Причем действенность каждого завета зависит не только от воли Бога, но в значительной мере и от деяний человека. Ветхий Завет создавался в XII-II веках до нашей эры. Язык его был обращен к современникам, а отнюдь не грядущим поколениям. Значит, язык Ветхого Завета содержит нечто, способное преодолевать пространственно-временные барьеры. Что составляет язык Ветхого Завета и что делает его общепонятным? Во-первых, обрати внимание на место действия. В Библии немало упоминаний и даже красочных описаний природы Палестины и Израиля. А эту природную среду характеризуют контрастность и открытость. Создается впечатление, будто природа избрала небольшой регион в качестве опытного полигона для демонстрации своих возможностей. Здесь сосуществуют заснеженные вершины гор и глубочайшая впадина планеты Мертвое море, утопающие в зелени долины и выжженные солнцем пустыни, покрытые хвойными лесами холмы и заросли буйной тропической растительности. Поэтому жители средней полосы Европы или американских степей или тропиков находят в Ветхом Завете созвучное им восприятие природной среды. В то же время страна Ветхого Завета на стыке континентов, в центре Ближнего Востока. Она сравнительно доступна со всех сторон. Это обусловливает постоянную вовлеченность в международную систему сообщений, ближневосточную большую политику. В Ветхом Завете нашли свое выражение не только поиски и достижения народа, творца этого сочинения, древних евреев, но также опыт всей древней ближневосточной цивилизации, одного из важнейших источников и составляющих всей человеческой культуры. Второй определяющий компонент языка – время действия. Ветхий Завет создавался на протяжении целого тысячелетия, которое было судьбоносным в истории еврейского народа. Ведь именно тогда древние евреи осели в стране и совершили переход от пастушеского быта к оседлому, XIV-XI века до нашей эры,
Они познали гордость создания мощного и цветущего государства Давида Соломона, X век до нашей эры, и горечь распада этой державы на два маломощных царства – иудейское и израильское. Пережили трагедию уничтожения обоих царств – израильского в 722 году до нашей эры и иудейского в 586 году до нашей эры. А еще жизнь в рассеянии, диаспоре, Вавилонии и Египте. Радость возрождения своей государственности сначала под властью иноземных владык, персидских царей Александра Македонского и эллинистических правителей, а затем собственных царей Хасмонеев. В Ветхом Завете отразился исторический опыт народа, но разве подобный опыт чужд другим народам? Первое тысячелетие до нашей эры можно назвать осевым временем человечества, временем, когда определяются критерии и мерки, по которым человечеству предстоит жить и развиваться. Рациональное мышление потеснило мифотворчество. Власть традиций абсолютных истин уже не беспредельна. Понятной становится важность новаторства и ценность истин относительных. Человек осознает свою самостоятельность, а человечество – свою общность. Это время, когда живут и проповедуют Заратуштра и Будда, Конфуций, Лао Цзы, Сократ и ветхозаветные пророки. Да и сам Ветхий Завет не только творение осевого времени человечества, но и один из его творцов. Важные обстоятельства сочинения Ветхого Завета создаются и обращаются не в одной социальной и духовной среде. Они возникают и циркулируют в разных социальных, профессиональных и духовных кругах древнееврейского общества, среде пророков и жрецов, певцов и мужей. Жизнь в Палестине и в сопредельных странах имела свои особенности, свои специфические проблемы, но общей была мучительная и трагическая переоценка ценностей, обусловленная народными и личными бедствиями. В этом сложном процессе переосмысления устоев, казавшихся ранее незыблемыми, решающую роль сыграли те, кого называли пророками. Во всем древнем мире крестьяне и сановники, рабы и цари верили, боги предопределяют судьбу человека и судьбу государства. Все жаждали узнать свое предначертанное будущее, исход своих начинаний. И поэтому находились избранные. В силу избранности, близости к Богу или богам, им открывались тайны высшей воли. Они пророчествовали, сообщая людям будущее. Пророки исполняли священную миссию – обеспечить движение по пути, предназначенному Господом, в Его власти уничтожить и проклясть. Пророки жили при храме и при царском дворе, но в 8-6 веках до нашей эры в Палестине действовали независимые пророки. Возникали открытые пророческие ассоциации из учеников и последователей таких пророков. В этих ассоциациях и складывались ветхозаветные пророческие книги. Изначально пророчество выражалось в кратких и ритмизированных устных речениях учителя. Ученики сохраняли и передавали их также в устной форме, дополняли новыми речениями или рассказами о жизни и деятельности учителя. Иногда составлялись небольшие письменные сборники, и лишь впоследствии, нередко спустя несколько десятилетий, дополненные и расширенные пророчества записывались. В Ветхом Завете упоминаются многие пророки. Они породили обширную литературу, от которой остались лишь осколки. Это несколько десятков цитат из утраченных речений и 15 пророческих книг в Ветхом Завете. Книга пророка Исаии – первая из них. Она состоит из 3 сборников разного времени. Первый создан в 8 веке до нашей эры и связан с реальным пророком Исаией, сыном Амоса. Он предупреждал о неминуемом наказании отступников от Яхве и призывал к возвращению на путь Яхве. Второй сборник датируется примерно 540 годом до нашей эры. Здесь высказывается надежда на разгром Вавилона и упоминается персидский царь Кир II. В третьем сборнике отражены проблемы времени после пленения и возникновения гражданско-храмовой общины. Общность стиля, родство идей
позволяют предположить, что все три сборника создавались в рамках одной пророческой ассоциации, которая хранила и развивала взгляды своего учителя Исаии, сына Амоса. Гибель храма и государства – неминуемое наказание отступивших от Яхвы и спасение верных ему. Эти мотивы пронизывают речения пророка Иеремии, рубеж 7-6 веков до нашей эры. Его ученики дополнили пророчество сведениями о жизни учителя и описаниями исторических событий. Пророку Иезекиилю, священнику начала VI века до нашей эры, принадлежат лишь поэтические видения книги пророка Иезекииля, а прозаические отрывки и развернутая программа государственного устройства были, возможно, созданы его учениками в конце VI века до нашей эры. Многослойными являются и книги 12 так называемых малых пророков. К VIII веку до нашей эры относится ядро книг пророков Амоса, Осии, Михеи и, возможно, Авдия. Многие речения в книгах Наума, Аввакума и Сафонии датируются VII веком до нашей эры, а пророчества Иаиля, Аггея, Захарии и Малахии относятся к VI-V векам до нашей эры, когда была создана также книга пророка Ионы, которая не принадлежит к жанру пророчеств. Несмотря на разновременность создания ветхозаветных пророческих книг, в них можно выделить общий для всего пророческого движения круг идей. В отличие от жрецов остального древнего мира, чаще всего пророчествовавших в ответ на конкретный запрос, ветхозаветные пророки, как правило, выступали по собственной инициативе, что придавало их высказываниям универсальность, делало их глашатаями судьбы всего народа, всего государства. Ветхозаветные пророки резко осуждали неправедные богатства и роскошь, насилие и произвол, угнетение и бесправие. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Клялся Господь, поистине вовеки не забуду ни одного из дел их, пророчествует Амос. Поскольку средоточием богатства и роскоши, местом обитания людей могущественных, способных творить произвол, был в большей степени город, то пророки противопоставляли городу блудницы идеализированный и апоэтизированный родоплеменной уклад. Беспощадно судили они и царей, но ошибочно было бы считать, что пророки отрицали государственность и царскую власть вообще. Осуждая произвол и преступления отдельных царей, пророки всегда отстаивали необходимость, основанной на справедливости и верности Яхвы, государственности, особенно царство Давидида, многие из которых Давид, Соломон и другие активно содействовали тому, что было главным во всех ветхозаветных пророчествах – утверждению единобожия. Древнееврейский пантеон на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры был весьма густо населен различными божествами. Древние боги отцов, явившиеся божествами-защитниками отдельных племенных союзов, сосуществовали с ханаанитскими богами, такими как Эл, Баал, Аштарет, и соседствовали с грозным богом южной пустыни Яхве. Культ этого бога был особенно популярен у колена Иуда. И когда представители этого племени Давид и Соломон создали государство, их племенной бог Яхве стал главенствовать в пантеоне, выбирая в себя черты и атрибуты других божеств. В целях усиления царской власти и авторитета Иерусалимского храма Давидида и столичное жречество стремились сделать Яхве единственным богом, исключающим все другие божества и культы. Однако эта монотеистическая тенденция наталкивалась на упорное противодействие жречества, нередко поддерживаемое местной знатью и народом земли. В этой напряженной борьбе за и против единобожия огромную роль сыграл страстный призыв пророков. Монотеизм пророков, как правило, был ограничен. Яхве признавался единственным богом только одной страны и одного народа. Но иногда пророческая мысль поднималась до признания универсальности Бога, до признания Его не только Творцом всего сущего, но и защитником всех народов и всех стран. Пророки
отрицали поклонение изображениям Яхве, отстаивали более отвлеченное восприятие Бога, что, однако, не мешало им упоминать о его руках, глазах, ушах и так далее. Пророки утверждали всемогущество Яхве и незначительность сотворенного им человека, но говорили о том, что Бог установил два пути для человека – праведный благой путь Яхве и неправедный неблагой путь сердца своего. Тем не менее, они подчеркивали, что человек может и должен сделать выбор между этими путями, между добром и злом. Поэтому в пророческих речениях так часто ставился вопрос о значении религиозных обрядов и соблюдении этических норм в отношениях между человеком и Богом. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших», восклицал Амос. А в речениях Исаии сказано: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, тогда придите и рассудим», говорит Господь. Пророки совсем не отрицали важности выполнения религиозных обрядов, но считали, что только гармоническое сочетание обрядности с соблюдением морали являются залогом праведной жизни. Провозглашение единобожия и признание относительной независимости человека, подчеркивание значимости этических норм и резкий протест против несправедливости, противопоставление городского и сельского уклада, а также жесткая непримиримость пророков к инаковерующим оказали огромное влияние в становлении Ветхого Завета. Но пророческое движение не было единственной средой, в которой рождался Ветхий Завет. Словесное творчество того времени в Палестине, как и в других районах обитания иудеев, в Египте, Вавилоне и других странах, осуществлялось на двух уровнях: создание новых произведений и оформление канона Ветхого Завета. Составлением канона интенсивнее других занималось жречество. Зато писцы создали такие новые шедевры литературы мудрости, как «Книга премудрости Акихара» и «Книга Иова», «Книга Тавита» и «Книга притчей Соломоновых», «Книга Экклесиаста» и «Книга премудрости Соломона» и многие другие, если судить только по дошедшим до нас. Главным героем этих книг, а местами единственным героем, стал человек. Эти книги учили человека сложному умению праведно жить. Подобные представления пронизывали книги Ездры и Неемии, которые рассказывали о создании ценой нелегких усилий после плена Иерусалимской общины. А в книгах Паралипоменон во многом по-новому излагалась и оценивалась история царства Давидидов. Причем события прошлого целенаправленно выводились из области мифологии. В этих произведениях, как и в поучительных исторических рассказах, книгах Руфь Эсфирь Юдив, значимость человеческих деяний не отрицала роли Бога, но он воспринимался все более отвлеченным, как установитель двух путей – пути Яхве и пути сердца своего, выбор между которыми надлежит сделать человеку. Ориентированность на жизнь посюстороннюю, несомненное превосходство интеллекта над чувствами – эти и другие особенности литературы мудрости удовлетворяли далеко не всех. В Иерусалимской общине и за ее пределами, в Вавилоне и других краях родилась принципиально другая литература. Из пророческих речений вырастали произведения о конечных судьбах мира, откровения. Это сложившиеся в III-II веке до нашей эры главы книги пророка Даниила и книга Еноха, книга Юбилеев, завещания 12 патриархов и другие, оказавшие огромное воздействие на всю человеческую мысль, на мировую литературу. Такое воздействие апокалиптической литературы определялось ее неистовой верой во всемогущество и вездесущность всезнающего и всеопределяющего, карающего и спасающего Бога. Эти книги пронизывала уверенность, выхватывающая всю Вселенную и всех людей, противостояние противоборства сил добра и зла. Надежда на окончательное торжество на судном дне, ведомых Богом сил добра, и спасение слабого, ничтожного, раздираемого между добром и злом человека. Конечно, только при условии полного упования его на Бога и полного послушания ему.
Если к сказанному добавить яркую эмоциональность, красочную образность, обращенность к чувствам читателей многих этих произведений, то не приходится удивляться их популярности. Особенно в условиях политической неустойчивости и катаклизмов, а в силу этого потерянности человека, наступившей на Ближнем Востоке после VI-IV века до нашей эры, в эпоху эллинизма и римского владычества. Именно в VI-IV веке до нашей эры стало актуальным определение книг, признаваемых священными, и их противопоставление сочинениям, которые не признавались таковыми. В предшествующую эпоху евреи жили, если не в одном государстве, то на одной земле. Власть царей, авторитет храма и жречества были непререкаемы. Теперь же разъединенное существование в различных странах после завоевания Вавилоном и Персией открывало широкие просторы для разнородности в религиозном мышлении и духовной литературе. Решающей вехой в этом сложном процессе было объединение в VI-V веке до нашей эры древних и созданных сравнительно недавно сводов законов и различных повествовательных произведений, книги Завета, 2 вариантов 10 заповедей, Кодекса святости, Второзакония, Жреческого кодекса, Яхвейского и Лахийского сочинений, в так называемый закон Тора или Пятикнижие. Пятикнижие, содержащее основные своды религиозных и общественных законов и предписаний, обрамленных повествованием о сотворении мира и человека, о рае и всемирном потопе, о патриархах и пребывании их потомков в Египте, исходе происшедших от них колен под предводительством Моисея и их скитании в Синайской пустыне, было признано священным и нормативным сводом для всех верующих в Яхве, стало ядром Ветхого Завета. Позднее, около 200 года до нашей эры, завершилось составление второй части Ветхого Завета – пророков, состоявшей из 2 подразделов – первых пророков и поздних пророков. Наибольшие трудности и споры вызвало составление третьей части Ветхого Завета – Писаний, оформленной только в I веке до нашей эры и включающей крайне разновременные и разножанровые сочинения. Это псалтырь, состоящая из 150 культовых и царских гимнов, индивидуальных и коллективных, жалобных и благодарственных песен, книга плача Иеремии из 5 псалмов о гибели государства и храма в 586 году до нашей эры, сочинения литературы мудрости, такие как книга притчей Соломоновых, книга Иова, величественная поэма о страданиях невинного, об испытании праведности праведного, и книга Экклесиаста, размышления об быстротечности человеческой жизни, о благости размеренной, радостной трудовой жизни, а также историко-поучительные рассказы Руфи и Сфирь, и исторические сочинения книга Ездры, книга Неемии и книга Паралипоменон. Но самые нестандартные из вошедших в Писание произведений – это восходивший, видимо, к старинным свадебным песням шедевр любовной лирики песен Соломона и пронизанная, особенно в последних главах, сильной апокалиптической направленностью книга пророка Даниила. Создание канона предполагает иерархическую организацию произведений. Центром, обладающим высшей авторитетностью, является канон, а все остальные сочинения – апокрифы и псевдоэпиграфы. Книги Юдифа и Тавита, 3 книги Маковейские, книга Юбилеев, книга Еноха и завещание 12 патриархов и многие другие образовали как бы периферию древнееврейской литературы и поэтому казались особенно притягательны для разных оппозиционных течений. В Библию, главную книгу христианства, кроме Ветхого Завета, входит Новый Завет. Новый Завет состоит из письменных памятников раннехристианской литературы второй половины I века, написанных на греческом языке. Его создавали, как утверждают религиозные деятели, либо ученики Христа, либо ученики апостолов. Он повествует о рождении, жизни и деяниях Христа, о его мученической смерти и воскресении. Примерно до XIX века в мире существовала только религиозная точка зрения. Повествования Библии внушены свыше. Они божественного происхождения. Они истинны и не поддаются критике. Их следует принимать как данность.
Однако и сами религиозные деятели со временем стали понимать, что многие священные откровения Ветхого Завета не историчны, а метафоричны. Следовательно, их нельзя воспринимать буквально. Например, в Ветхом Завете говорится, что Адаму было 930 лет, его сыну Сифу 807, а Ною исполнилось 500 лет, когда он родил своих сыновей. Ковчег, который строил Ной по совету Бога, оказался непомерной длины – 300 локтей, почти 120 метров, а высота 30 локтей, 12 метров, высота современного четырехэтажного здания. Откуда такие цифры? Трудно представить себе судно такой величины, сделанное из дерева, в эпоху, когда строили суда едва ли длиннее 20 метров, которые отваживались бы плавать в основном только в пределах видимости берега. В начале XX века в связи с распространением новых материалистических взглядов активные атеисты пытались доказать, что тексты Библии – сплошная фантазия, сказки, и никаких письменных доказательств их древности не существует. Но историчность Библии в целом была подтверждена в 1947 году, когда в скальных пещерах местечка Кумран на берегу Мертвого моря местные пастухи обнаружили странные свитки, спрятанные в глиняных кувшинах. Это были рукописи на коже и папирусе, которые содержали древнейшие библейские тексты. Это стало мировой сенсацией. Рукописи анализировали ученые из университетов США, Великобритании, Израиля и других стран и признали их подлинными. Возраст некоторых свитков составлял более 2000 лет. Их расшифровка позволила по-новому взглянуть на возникновение христианства, глубже понять корни еврейской истории и священного писания. Сегодня эти реликты находятся в Иерусалиме. Их можно увидеть в храме книги. Правда, на всеобщее обозрение выставлены не сами оригиналы, а искусно выполненные копии. Оригиналы же спрятаны в подземном бронированном помещении. Широкое распространение Библии началось в период книгопечатания середины XV века, когда изобретатель печатного станка Иоганн Гутенберг напечатал 2 Библии. Особый же интерес к Священному Писанию вызвал выпуск Библии на немецком языке, который осуществил в 1466 году в Страсбурге Ментелен. Несколькими годами позднее новый перевод сделал немецкий священник Мартин Лютер. Традиционно считается, что на славянский язык Священное Писание перевели братья Кирилл и Мефодий после 863 года. Типографское воспроизведение отдельных библейских книг началось после возникновения славянского книгопечатания. После 1917 года издание и распространение Библии в России и СССР было прекращено. Категорически запрещался ее ввоз из-за границы. Лишь с 1990-х годов были сняты все запреты на издание Библии. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.